Всем привет, это канал Anigame21, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарий. И мы начинаем. Читаем продолжение манги One Piece, глава 1062, приключения в стране науки. На обложке показано невозмутимое путешествие Джермы 66, часть 20, тем временем в шоколадном городе на острове Какао. На первой странице показано, как команда Луфи встретился с Вегапанком. Автор говорит ошеломительное развитие событий. Команда очень удивлена. Фрэнки говорит, что она его кумир. Фрэнки также говорит про лабораторию, где он побывал в родной стране Вегапанка, Балдимор, и восхищается гигантским роботом. Усоп тоже удивлен роботом, а Санджи ее красотой. Вегапанк собственной персоной. Робин говорит, что она впервые слышит, что Вегапанк женщина и слишком молодая для активно работающего уже много лет. Оказывается, что у нее много тел, и именно этого тела зовут Панк 02, Вегапанк Лилит, а первого зовут Стелла, а также она говорит отдать им свои сбережения, потому что в последнее время стало не хватать средств для исследования. Нами возмущена тем, что их как бы спаситель так холодно приняла их и еще что-то требует. Она злится и говорит, что она не спасла их. Вегапанк говорит, что они на запретной территории, куда практически невозможно вторгнуться, а если рыпнуться, они мигом отправятся на дно. Из моря выскочили военизированные морские звери. Фрэнки просто очарован от этих зверей, а Усоп тоже, но сильно испуган. Какой-то зверь смотрит на Зора. Нами и Брук просто в ужасе. Ей кто-то позвонил и говорит, почему она постоянно грабит, и что-то про гордость ученого, а она отвечает, что гордость не наполнит их карманы. Далее говорит, что перед ней команда нового Йонка, которые не лыком шиты. Поэтому она думает, что у них много сокровищ, а звонящий говорит, что она допустила глупую ошибку. Она говорит, что она окружила их, а другой говорит, что не надо их недооценивать, и что-то про мечника. Шака говорит, что охотник на пиратов Зора очень спокоен, потому что она в зоне досягаемости для его атаки, и он может прикончить ее в мгновение ока. А также говорит, что дитя демона Ника Робин позади него тоже в боевой готовности. Лилит спрашивает, что они смогут сделать против такого количества морских зверей. Далее сказано, что сильные всегда оценивают сложившуюся ситуацию и в первую очередь выделяет наиболее важную цель, поэтому ей нужно быть более осторожной. Ее бдительность притупили рядом стоящие идиоты. Говорит, что она была слишком беспечна. Зора говорит, что ему кое-что нужно, поэтому ей надо вести себя хорошо. Панк 01, доктор Вегапанк Шака. Он хочет, чтобы она перевела их ему, потому что они ему интересны. Луфи спрашивает Бонни о том, что она уже была здесь раньше. Бонни отвечает, что она была здесь в детстве, в то время это была заурядная лаборатория. Бонни говорит, что Вегапанк превратил его отца в киборга, поэтому он хочет получить ответы, и если не понравится, то убьет этого ублюдка. А Луфи говорит, что это круто. А также Бонни говорит, что это не круто, потому что он полностью потерял человеческое самосознание. Он даже не знает, кто он. Он просто превратился в живое оружие. Оказывается, она про Бартоломею Куму. Джимбей очень зол. Луфи говорит, что ему жаль, и также опять говорит ее имя неправильно, а она поправляет его опять. Они выбрались на поверхность и сразу пошли искать пожрать. Бонни хотела рассказать, как она встретила Саба, но Луфи убежал. Луфи и Чоппер просто поражены этим городом, гигантским роботом и космическим монстром. Луфи хочет прокатиться разок и убегает.
Он прыгнул на космического монстра. Монстр заметил его и сожрал его, то есть закрыл свою огромную пасть вместе с ним. Чоппер и Бонни полностью ошарашены. Луфи прошел сквозь него и сильно удивлен, что не ухватился или типа того. Джинбей спрашивает, как он, а Луфи думал, что его проглотили, и позади них Бонни увидел гигантскую парфе. Это парфе с печеньем и фруктами, очень много крема. Трое хотят съесть его и накинулись на него, а Джинбей говорит, что почему кому-то оставлять снаружи столько еды, потому что это все смахивает на ловушку. А это оказалось иллюзией. Все очень сильно разозлились из-за иллюзий, а Джинбей в раздумье. Все опять злятся и еще больше хотят есть. Кто-то думает, что они умерли и не заметили, а Джинбей объясняет, что это голограмма. Луфи это бесит, а Бонни тоже объясняет поподробнее с точными деталями. Огромные роботы и монстры, все это голограмма. Чоппер спрашивает кнопку, а Бонни говорит, что на острове все не настоящее. Джинбей спрашивает про климат. Появился огромная девочка и говорит, что изобрел кондиционер и может регулировать климат местности вплоть до почвы. Луфи начинает злиться на нее. Луфи ударил ее, а девочка ударила в ответ. Луфи куда-то улетел от удара, и он шмякнулся в автомат с едой, а автомат выпустил еду сама. Все начали есть гамбургеры и напитки. Они хотят еще еды и нажать следующую кнопку. Кнопки с едой, с разными блюдами, а девочка рада за то, что они оценили ее изобретение. Девочка говорит, что из голых ингредиентов эта машина может создать 500 видов блюд, но из-за того, что не хватает инженеров, она не может наладить массовое производство. Короче, нехватка денег сильно урезает воплощению ее идей, и она ударила голограмму. Ее перчатки позволяют ударить и физически взаимодействовать со светом. Короче, реальное нереальное. Это не так очевидно. Луфи говорит, что эта девушка нереальна, а теперь эта девушка говорит про дебаты. Боже. Джинбею на все это насрать и спрашивает, кто она такая вообще. Она тоже одна из тел доктора Вегапанка, то есть доктор Вегапанк Атлас. Бонни думает, что это полнейшая ложь. Луфи узнал это имя из-за того рассказа Коби. Новый мир. Плывет корабль мирового правительства. Агенты разговаривают про Вегапанка, о том, что он разделился на 6 человек. Все они это доктор Вегапанк с личным характером. Лучи думает, что гении странные люди. Агенты Сайферпол, Зеро, Эгида должны вернуть Бартоломью Куму на остров Яичная Голова и устранить всех Вегапанков до единого. Лучи говорит, что им нужно убить самого полезного человека в мире, потому что это как-то связано с инцидентом в Лулуси. Стуси говорит, что такие вопросы лучше не задавать вслух. Каку говорит, что согласен со Стуси, потому что это может навлечь им беды. И автор написал, что это тщательно продуманный план. На этом все, глава заканчивается. Продолжение будет в следующем видео, не пропустите. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!